Дворец Нимфенбург в Мюнхене возвышается так, будто сам выбирает, кому открыть свои тайны. Его залы, как кадры из фильма, торжественные, холодные и удивительно живые. Здесь время будто замедляется, а каждый поворот дарит новую историю. Это не просто дворец, это сцена, на которой история Баварии звучит до сих пор. Здесь вы можете наблюдать такое озерцо и прикольные мостики, как будто на них кареты ездят. Какое-то аббатство Даунтонов, как будто мы в Париже. Смотрите, как прикольно эти мостички такие. Видно, что они такие под старину сделаны. Наверное, как сделали, так и реставрируют постоянно и выглядит прикольно. Вот бы тут фотосессии в платье таком устроить, как с Бриджертоном в сериалах. Тут очень прикольно. Такие тут озерца по всему периметру, интересной формы. Везде. И много азиатских туристов. Точно не можем сказать, откуда они, да? Да, это точно. Прям туристы, прям автобусами двухэтажными сюда приезжают. А я просто точечку на карте нашла и такая, вау. Думаю, прикольно, по-любому искусственно сделано. По всей поляне вот такие вот нарытые... Качки летят. О, точно. Такие здоровые. Непривычно видеть такую здоровую птицу. Вот такие вот гигантские, накопанные как будто кротами кучки. Издалека немножко как навоз выглядит, но на самом деле это земля. Голуби на скалах вообще отлично обжились. У них там свой остров. Этот замок был построен в честь огромной любви, потому что, я забыла, как зовут, один мужчинчик подарил своей жене в честь рождения наследника этот замок. Представляете, не какое-то там кольцо, не какая-то там поездка, а целый замок. Представляете? И там внутри, вообще как пишется, прям как музей, очень красиво. Поэтому мы сейчас идем и смотрим. И еще, прошу заметить, по периметру находятся маленькие такие участочки, мини-замки. И в них есть целая история, у каждого своя. И в каком-то из них дамы устраивали вечеринки, посиделки разные. Это тоже очень интересно. Да, тут по периметру, можно сказать, даже симметрично вот эти замочки и стоят как раз по кругу. А также тут есть какие-то старые фонтаны с какими-то старыми механизмами. Ну, возможно, это внутри уже. возможно. А возможно, это вот эти камни. Просто Да. это уже не фонтан, а какие-то камни. Ну, интересно, интересно. Так что, идемте. Пока мы идем, скажу еще кое-что, что этот замок построил тот архитектор, который построил замок Диснея. Представляете, это было его первое творение, а потом уже Дисней. Так что очень круто. Посмотрите вот еще поближе. Ну да, орнамент такой немножко сказочный. Вот такой тут магазинчик. Прям можно приобрести всякие связанные с замком вещи интересные. И вот мы уже купили билетики, 10 евро, и посмотрите, какой тут есть прикольчик. Ручки с коронкой. Прям так и хочется, и манит купить. Карандашик, какие-то блокнотики. Или это салфетки, непонятно. И смотрите, точилки-лебеди. Вау. Короче, все связанное с тематикой замка и вот этой. Ну да, походу этой тете подарил замок он. Но внутри находится вот такая вот красота. Это просто невероятно. Эти люстры, которые вот там находятся, я вообще... Столько деталей. Эти художники ж на потолке рисовали вот это все.
Боже, какая красота. Да. И люди не просто как в церковь ходили, ну там тоже много чего в церкви сделано, а жили в таком. Да, завораживает просто. Хочется все рассмотреть, каждую детальку. Прям история целая нарисована. Смотрите, я иду сейчас по коридору, где ходили королевы и принцессы. Вот так бежали, детки бегали. Развеивали платьями принцессы. Заходим в комнату. Везде очень какие-то красивые люстры. Ой, смотрите, мы, наверное, зашли в кабинет. Это письменный кабинет Карла Теодора, изобретателя. Вот бы нам такой письменный кабинет. Обычно такое пространство уже 2 комнаты в квартирах занимает, а это просто один письменный кабинет. Так что? Вот такие залы тут просторные, но со скрипучими полами, к сожалению. Смотрите, здесь вы можете наблюдать, это комнатка и много разных картин женщин. Очень разных. Посмотрите. Покажу обзорчик. Угадайте, почему здесь много женщин? А потому что это комната и портреты красавиц Людвига I. Представляете? Вот так вот коллекционируют женщины. Записывают списочек. Интересно. Всех женщин здесь собрал в одном зале. И красивых, и не очень. Эти подсвечники — это как отдельный вид искусства. Просто я таких не видел еще. Красивых. Это зал приема, где королева принимала приемы. Разные приезжали принцы, сватались. Круто, красиво. Я прям чувствую этот дух прошлого, какой-то королевский дух. Вообще так хочется ощутиться в прошлом. Обязательно приходите. Смотрите, это комната королевы, которая здесь жила, пила чай. Смотрите, маленький столик, где детки учились со стульчиками. Посмотрите на эту очень высокую кровать. Видите, пуфик, на который нужно было становиться, чтобы забраться на эту кровать. Но она высокая, но короткая. И я так поняла, что люди раньше были маленькие. Это 2-спальная, кстати, кровать, и она очень странно выглядит. Да, она мне по пояс. Вот я 193 метра, 193 сантиметра ростом, и она мне по пояс. Кстати, тут... Настолько она высокая. И тут она родила своего наследника именно в этой комнате. Представляете? Я в шоке. Да, так что история. И почти в каждой комнатке стоят часики с красивыми подсвечниками. Вот посмотрите, какая прихожая просто у людей была. Просто для того, чтобы переобуться. Я бы так сказал. Такая бархатистая, красивая, с гигантскими картинами. Боже.
Не знали, куда девать богатство. Такое ощущение. Богатство во всем. Величественно. Да. Куча людей тут ходит. Потолки, наверное, под 5 метров везде. Вот посмотрите, это спальня 1704 года вот этого человека и его жены. Кроватка просто детская, я бы назвал ее. Она уже по колено высотой, а наверху богиня цветов изображена. Все такое максимально зеленое. Если прихожая у нас бархатная, бордовая, то здесь все максимально. Но эти маленькие кроватки я просто не могу. Такие крошки. Я представляю, какие люди были маленькие. Люди с большими амбициями. И вот мы уже вышли из замка и очутились на внутренней стороне двора с видом на парк. На такое красивое озерца, на фонтанчик. И я поняла, что это были точно фонтаны, вот эти кирпичи. Может, их как-то заложили, и мы будем идти туда. И смотрите, тут такой балкончик находится, прикольный. И сюда подъезжали кареты. По ступенечкам, да, мы поднимались и заходили, покажи. Вот это вот бальный зал. Дверь была открыта, и все танцевали балет. Так что, ой, балет. Но это ж... ну да, это ж мы как раз на 2 этаже. Да, бальный зал. И вот поднимались, такими платьями, заходили. Это вот как раз этот зал, где мы были. С высоченным потолком. Да, так что очень прикольно. Теперь мы хотим походить по парку, погулять, как настоящие аристократы немецкие. Да. Только я не знаю, что это вообще за деревянные штучки. Да, деревянные такие строения интересные. Наверное, там что-то спрятано внутри, мне кажется. Может, какие-то статуи. Вон и невеста идет с женихом. Так что в Германии тоже свадьбы, оказывается, делают. С пышным платьем. Мы узнали, но я так и думала на самом деле, что это деревянные чехлы, за которыми спрятаны фонтанчики и скульптуры какие-то красивые. Короче, если будете приезжать, приезжайте летом, потому что чтобы не было таких деревянных штук по всему периметру, были красивые какие-то. Вот здесь, как вы видите, должен был быть фонтан, но здесь пустыня, оказывается. Пустоши.
Дюна. Да. И так интересно, что камни снизу светлые, сверху темные. Ну, это видно, светлая водичка же была, наверное. Ну да, но обычно наоборот. Но это И тоже- ветка какая-то торчит. Ой, и свадьба. Вот как снимается свадьба. Да. Видеографы. Как буёчек ныряет, щипает. Так интересно, да? Это мы дошли уже чуть дальше от замка. И тут уже водоем есть, наконец-то. И вот там замок. Тут уже, конечно, покрасивее. Да, Красивые даже гуси или кто это вообще. да, и он у них сковчат. Да. Красиво Утки выглядит. с белыми клювами. Или что это вообще? У них острые клювы. Ого, он полностью ныряет. Так мило, такие пупсики. Так и хочется зажарить кого-то. Да. Листики какие-то кушают, да, животные. Не боятся, просто ходят среди людей повсюду. Прям как мы. Да, просто ходят. Смотрите сдалека, какой замок интересный. Да, замок и куча накопанных кротами. Просто посмотрите на ряды этих фотографов. У них аппаратища гигантские. Я в шоке, я как будто соревнование какое-то сейчас идет. Какая охота идет на уточек с профессиональных стволов. Фотоохота я бы ее назвал. Мы решили не обходить всю территорию, потому что там очень далеко. Да, очень И мы немножко устали, потому что мы 3 раза этот замок оббегали туда-сюда. И хочется уже кушать. Да, поэтому сейчас идем кушать. Поэтому потихонечку мы выходим и покажем вам, что мы найдем, какое заведение, Да, да. где мы будем кушать, трапезу вести. По-любому надо вкусняшку какую-то найти. Точно. Мы особенно любим азиатскую кухню в Германии. Да. В Германии азиатская кухня рулит. И вот мы уже очутились в ресторане китайском, азиатской кухни, очень сильно голодные. Посмотрите на эти тареляки, просто огромные. Огромные. Тут и мясо, и лапша, и все, что хочешь. Вообще уже жду первого сёрба. Сейчас будет. Это очень вкусно. Порция огромная. Я вообще рекомендую всем на обед приходить. Тут и мясо поешь, и супа поешь, и овощи. Вообще кайф. Так что приятного нам аппетита. Ну что, мы покушали очень вкусно и Да, мы покушали, было классно. наелись. Все-таки, когда ты покушаешь, настроение улучшится. Азиатская кухня, конечно, ванна. В Да, этот раз не так было, как в первый, но все равно вкусно. Да. Первый раз они нам нахимичили там вообще Вообще такое бомба. что-то невероятное. Да. А в этот раз, ну, вкусно, но уже мы такие разбалованные. Да. Ну сейчас мы идем в центр. Ну, мы уже в центре, но тут куча людей просто, огромное количество. Ты можешь показать
Тут поток просто нескончаемый. Там каток уже начинают строить посреди площади. Да, вот это. Да, Интересно, надо будет приехать уже сюда. тут же Новый год начинается в сентябре. Ближе к Новому году. Да. Вот так вот украинцы тут акробатику показывают. Подростки. Молоденькие подростки, реально, скорее всего. Вот теперь девочка делает приемы. Трюки. Да. Чудеса гибкости. Лилю, как всегда, тянет на брюлики, на блестяшки всякие. Сваровски. Витрины прям закрытые такие. Первый раз хотя бы посмотрим через стеклышко. Хочется все себе на руки поодевать, все кольца и браслеты. Ну, конечно, тут глаза разбегаются. Море всего. Море магазинчиков. Море людей. Да. Интересные виды. Да. Вот что сидеть людям в субботу дома? Они все тут. Как я Да. поняла, тут весь Мюнхен и все такие с маленьких городочков тоже, как мы. Тут уже начинают все красиво украшать, всякие елочки, огоньки. Вообще, я уже в предвкушении, что же будет, когда будет канун Рождества. Куча магазинов, хочется во все зайти, лично мне, и Да. все купить. Купить что-то новенькое, красивенькое, блестящее. А Дима не любит ходить по магазинам, Да, как, потому и, что как и все мужчины. для Лили гулять — это ходить по магазинам, а для меня гулять — это гулять, ну, по улице, по интересным местам. Напишите в комментариях, любите ли вы ходить по магазинам. Потому что для меня магазины — это все равно отдых. Ты ходишь, выбираешь, отдыхаешь. Сам процесс мне нравится. А мужчинам, как Дима, этот процесс очень тяжелый для них. Так что напишите, в какую категорию людей вы входите. Погнали. Тут уже по полной идет подготовка к Рождеству. Посмотрите, елка стоит, самая центральная в Мюнхене, основная. На Да. фоне самого красивого собора здесь стоит елка. И висит очень красивый флажочек вот так. Ты про Желтый, желто-синий? желтый и голубой. Очень замечательно. Да. Жовто-блакитний. И вот вблизи у нас центральная елка. И как на удивление, на улице очень тепло, что мы аж не ожидали такой теплоты. И елка стоит вообще, это так все странно, но прикольно. И мне нравится, что елки они ставят настоящие. Это странно, но тоже прикольно. Прикиньте такую елку срубать огромную, притащить в центр, поставить. Вот на вот этой башне мы были. Вот она очень высокая. И с нее весь Мюнхен как на ладони. Вот там вот вверху мы были. Я думал, это икра, но это ягода. Это какая-то ягода. Это ягода какая-то. Но сыр очень вкусный. Дали попробовать. В виде цветочка такого. Посмотрите, реально маленькие детальки собирали. Да. Это какое-то сумасшествие. Смотри, сардельки. А это поет. Смотрите, они поют. Да.
И вот это с Лего собор собран. Представьте. Гигантский. Это же собор Да, я ж об этом и говорю. Так тут, походу, даже стена из Лего. Это тут, там, где мы ходили, там, где мы на вышке были. Точно. Это ж мы тут на вышке были на этом замке. А это цветочки. Да, Жалко, вот эти флаги не висят. цветочки. Офигеть. Шок. Посмотрите вблизи, как это все по-маленькому Да, они собиралось. сделали это Это реально на из заказ? деталей. Это специально для Мюнхена. Вот это да. Вот это детализация, я просто поражен. А, я нажала, и она играет. А, и вот эти. Вот башни, тоже с Лего сделаны. Ну, короче, мы нагулялись на славу, ноги болят, гудят. Вообще очень сильно. Нас мы третий раз не можем записать видео. То микрофоны не работают, то нам кто-то подошел, втулил какой-то цыганская херня. Короче, все, это последний раз. Все, мы нагулялись, хотим сказать всем спасибо за просмотр, что были вместе с нами. Ставьте лайки. Пишите комментарии, как вам город вообще в целом. Да, пишите, что бы вы хотели еще увидеть, посмотреть, услышать про нас, про путешествия. Мы все снимем, все расскажем. Спасибо за просмотр. Пока. Всем пока!